Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, мы продолжаем с вами изучать кодексы, различные биогеонаходки. Сейчас у нас на очереди, так сказать, кустарники. Это нечто среднее между травой, между кустами и деревьями, то есть настоящая растительная жизнь на планетах. Ребята, а это уже серьезно, что будет дальше, может быть, животные. Ну, это, конечно, все фантазии, но обо всем подробнее далее, друзья. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! И вот, собственно, пожалуйста, кодекс, все дела, кустарники. Выносливые древовидные растения с мощной глубокой корневой системой, которая впитывает жидкости из субстрата, прочно удерживает выступающую часть на нестабильных поверхностях. Это фотосинтетические организмы со специализированными фоторецепторами, приспособленными к условиям низкой освещенности. Такие преимущества позволили им широко распространиться по галактике и эволюционировать во множество разнообразных форм. Небольшие листовидные образования защищают их от сверхнизких температур и обезвоживания во время жары. И как видите, есть различные виды, я надеюсь, посмотрим все. Но тут почему-то не указано, где их искать касательно какая планета. По системам-то понятно показано. В общем, крохотные листочки этого кустарника сверкают почти как полированный металл. На верхних ветках у него растут сферические споры. В каждом из них есть отверстие в виде звезды, которое облегчает опыление. Но обычно раньше нам писали, на каких планетах искать там с аммиаком, азотом, с атмосферой, без атмосферы и так далее. Горячие, не горячие, тут такого нету. Но есть в другом месте. Секундочку. Ну, а на Вики по элитке есть вся нужная информация. Кустарники — это разновидности иных организмов, обитающих на планетах и лунах с разряженной атмосферой по всей галактике. Ну, разряженной. Их можно отобрать с помощью сборщика генетических образцов и отсканировать с помощью сканера состава, установленного на ТРП, и является целью экзобиолога. Собственно, сейчас мы постараемся сделать это все со всеми видами, которые у нас представлены в кодексе. Начнем. И первый вид, который мы будем рассматривать, находится на этой планете B3, система HR7307. Это примерно у нас в 500 световых годах от Шинки. Не так уж на самом деле и долго лететь сюда вы будете, особенно на исследователи. И здесь, поскольку это планета B, значит нам нужно лететь ко второй звезде. Вот это вот планета. Ну и проходимся сканером поверхности, и нам нужен фильтр RAPS. Вроде так читается. Надеюсь, в скором времени перейдут их на русский. В общем, летим в синюю зону, там они должны быть. Вот я немножко не рассчитал, конечно, попал в гористую местность, но тут есть что-то вроде равнины. Давайте посмотрим там. Не, ребят, ну это победа, это зелень. Это реально зелень. Давайте-ка что-нибудь соберем. Слава богу, они ту мини-игру убрали отсюда. Нужно найти еще. Блин, реально трава. Металлический лайм. Металлический лайм. Охренеть. Ладно, пошли искать остальные. Я это сделаю, думаю, за кадром. Блин, офигеть. Зеленая трава. Ну, кустарник — это что-то среднее между травой и деревом, так что, блин, если тут потом у нас будут деревья, а еще и животные. No Man's Sky, подвинься. Да не, ребят, их тут реально тьма. Их реально дофига. Просто, не знаю, тихая охота какая-то. Это так забавно выглядит, не знаю. Оставлю это видео. Не знаю, меня это улыбает, я ржать начинаю. Это как грибники идут за грибами, называют это тихой охотой. То же самое это связанное с экзобиологами. Бегать, искать, брать фрагменты и потом продавать их. Довольно забавно. Довольно долго я занимался всем этим, чтобы собрать все 3 образца. Да, это, конечно, того не стоит, но все же ради галочки, да и ради видео, почему бы и нет. Собираем 3-й образец. Красота. А потом, друзья, мы посмотрим, сколько мы заработали денег за все вот это вот дело. Когда все это будем продавать, там где-то делают экзобиологи. И какой у нас будет, собственно, ранг. Ну а следующая точка у нас в Плеядах, как бы, и... Ну, собственно, что бы вам не показать. Я не специально это делал, просто прыгнул. И я не знаю, что они за мной увязались, так сказать. И где? А почему я их не вижу? А, вижу, вот. Только почему-то его Эми не сработало или его не было, непонятно. В общем,
Он со мной сейчас ничего не сделает. У меня же ничего нету. Еле успел врубить запись. А мы летим дальше. Так же, как и этот парень. По своим делам. Давай. Ну, лети, лети. Долг собирается. Следующий вид у нас находится в этой системе. HR1172, планета... Ну, сейчас я вам покажу, чтобы вам было понятнее. Это спутник 8-й планеты. Первый спутник 8-й планеты. Вот это вот дело. Летим туда. И, естественно, также сканер поверхности, фильтр Шрапс и вперед. И вот как выглядит данный вид. Даже, блин, с подобием цветочков. Да, это прям что-то. В общем, собираем точно так же образцы, потому что я хочу посмотреть, сколько я за это дело получу. На удивление, здесь все было гораздо быстрее, нежели там. Там, конечно, было неудачное место, но тут я разобрался со всем этим делом примерно за минуту, может, две. И следующая точка нашей небольшой экспедиции — система Хинка. Ребят, она прям рядом, прям вот очень рядом, в районе 100 лет от Шенрарта. И здесь нам нужна планета 5А. Точно так же мы с вами делаем сканер поверхности и выбираем нужный фильтр. Если что, 5А это вот это вот. Она единственная здесь, на которую можно сесть с атмосферой. Вы же помните, что я говорил вам, как их искать? Так вот, так и работаем. И вот как выглядит данный вид. Слегка желтоватые, конечно, но все же. Ищем их. Блин, на самом деле разнообразие у них такое нормальное. Заросли, конечно, знатные. Тут прям много. Но хотелось бы, конечно, чтобы было побольше. То есть не в конкретных маленьких точках, а чтобы это, так сказать, распространялось биомами по планете. Что-то меня все-таки клонит в No Man's Sky. Этим видом тоже довольно быстро справился, гораздо быстрее, чем с первым. Так что, ребята, реально, не садитесь на горной местности. Что-то около равнин, чтобы прям вот было все хорошо. А мы летим дальше. У нас еще есть дела. И наша следующая остановочка — это у нас опять-таки Плеяды, сектор GW-W C1-15 и планета 15D. Кстати, она довольно симпатичная, я вам скажу. Тут у нас и снег есть, ну, точнее, наверное, лед на полюсах и так далее. В общем, летим. Не, ну прям вот хорошо выглядит, конечно же. Не прям идеально, вот текстуры видно, хотя ребята стоят высокие, на секундочку. А, вот потихонечку прогружается, как я к ней приближаюсь. Просто я еще приблизил, обычно камера у нас вот так, а я сделал ее прям вот так, вот, чтобы прям вот близко. На данной планете, кстати, довольно много различной живности, прям вот уж очень много. Ну, давайте соберем образцы. Кустарник Акус Изумруд. А должна быть другая, кстати. Секундочку. Да, я собрал другой. Я вообще полетел за Колумом, а нашел Акус. Я не знаю, как это вообще так получилось, и... Странное это дело. В общем, здесь вот эта вот штука. Летим-то в другую систему и ищем Колум. Кстати, есть вот такой вот, да? А есть вот такой вот. То есть цветет еще и не цветет. Довольно интересно. Но все равно нам нужно собрать все эти образцы и получить генный материал. Ну да, нужно отойти подальше. Зарослей на этой планете на самом деле дофига, и встречается довольно большое количество различной фауны. Или флоры. Флора или фауна. Что-то животное, что-то растение. В общем, суть вы поняли. Тут дофига. И, естественно, этот образец у нас идет в копилочку. Была немножечко, так сказать, немягкая посадочка, но мы на месте. Это наша финальная точка в маленькой экспедиции. И это у нас система Вредгуя ES-G B38-2. И планета у нас АБ6. То есть, получается, вот это вот. Полетели, точнее, пошли смотреть и сканировать. И вот получается наш финальный рывок.
Блин, а эти какие-то прям другие, прям вот фиолетовым отдают. Красиво, красиво. Ну, какая-то странная штука, в середине какая-то тентакля сраная, ну ладно. Отлично, отлично. На поиске. Это было довольно быстро, это финальный третий, и у нас будет образец. Отлично, вот это хорошо, вот это мне нравится. Собрали все их возможные виды. Но, кстати, почему-то оно как бы не зафиксировалось. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, релог поможет. Ну да ладно, летим все это дело продавать. Надеюсь, хоть что-нибудь мы дополучим, потому что за предыдущие заходы по предыдущим, так сказать, видам органических образований я получал копейки. Да, скорее всего, и будут копейки. Но, блин, фронтиры, честное слово, поднимите за это заработок, потому что, ну, это очень долго все делается. Прям очень. Ну, в общем, мы вернулись, и давайте смотреть, как нас игра вознаградит за то, что мы вот столько времени на это дело потратили. Ну, как минимум, много чего интересного увидели. Да, обновили кодекс себе, теперь там все синенькое. Здравствуйте. Здравствуйте. Желаете поддержать Vista Genomics? Хочу продать данные об органике. Нам требуются новые данные. 1 лям. Да я насканировал больше, пока летал все это время. Да. Грустненько. Теперь вы в основном бесцелый. Спасибо тебе огромное. Еба, какой модный парень! Первый раз такого увижу. Вот это да! Ой, и костюмчик! А шузы-то какие! Ты случаем не легендарный перц какой-нибудь, а? Вдруг это сам Брабан играет? Но шузы, конечно, у него, да. Парень непростой. Первый раз такое вижу. Пишите в комментариях по этому поводу, видели ли вы что-то нечто подобное, потому что все остальные у нас вроде как в комбезах и в обмундировании, а этот какой-то прям... Ну, не знаю. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous, друзья. И это вроде 500-е, либо 499-е видео, точно не скажу, забыл, запамятовал. Говорю о том, сколько я снял видео, чтобы вы понимали, сколько контента в данной игре. И те, кто говорят то, что в ней нечем заняться, ребята, они ошибаются, не верьте им. Плюс... Многие видосы я структурировал. Что это означает? В описании вас ждет 21 плейлист. Обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, стражи, торгоиды, вооружение, ручное вооружение, комбинезоны, инженеры, как собирать различные фиты и куча чего еще полезного. Плюс будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord сервер и Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли, так сказать, общаться друг с другом, кооперироваться, там, чтобы поиграть хоть в КС-ку, хоть в дотку. Я вас не осуждаю, сам играю в различные игры, как по жанру, так и по сеттингу. Еще такой момент. Моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть своя система, свои станции, космопорты и так далее. И мы при этом расширяемся. Если хотите в этом поучаствовать, вам в Discord ссылочка, естественно, в описании. И еще. Пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.